Здравствуйте, друзья! Всем большой привет! И если кто-то первый раз на канале, добро пожаловать! Сегодня очень интересный день у нас. Я давно хотел этот бренд уже, где-то 2 года назад я уже стал подумывать этот бренд купить. И, значит, на этот последний сейл, у них Black Friday был, и они, так сказать, получил имейл от них, что у них есть вот сейчас этот Golden Shake. Значит, или как это, золотое рукопожатие. Значит, это сделано в North Carolina by Cone Mills. Это одна из последних была, так сказать, текстильных фабрик здесь в Америке, которые делали контракт, по контракту делали для Levi's. И, значит, вот последнюю большую партию, они, так сказать, большой контракт у них был с Levi's, они выпустили большую партию именно вот этого денима, который назвали, так сказать, по имени этого контракта, значит, Golden Shake. Ну и вот он остался еще на складах, потому что они много его тогда выпустили, и вот маленькие компании, такие типа Brave Star или Teleson, там Roy Jeans и другие, они стали, так сказать, покупать иногда вот этот, из этого бэч. И давайте покроем. Мне очень интересно самому. Значит, мы сделаем сначала то, что мне нравится, и то, что, как говорится, мне не нравится. Мы начнем с денима, потом, так сказать, hardware, как бы все эти клепки, все, так сказать, фурнитуры, то есть, и покроем детали, какие у них по швам и прочее. И мы потом в заключение сделаю я, так сказать, плюсы и минусы, и сделаю в конце этого, как всегда, видео, в конце этого публикации мы сделаем эту примерку, как на себя одену, и посмотрим, как они выглядят. Вот. Ну, давайте, это интересно будет, может быть, немножко дольше будет такой обзор. Ну, поехали. Значит, мы начнем с денима. Деним очень-очень, что интересно, что вот этот Golden Shake, мне интересно, что когда у меня в 80-е годы, в начале 80-х, первые джинсы Levi's 501 я купил, и вот по цвету вот этот деним был точно такой же. Вы знаете, вот я, поскольку когда я купил здесь, уже вот Levi's купил здесь 501 LVC, он не тот, что был у меня в 80-х. Вы видите, вот это уже были прополосканы один раз, замоченные, то есть. Смотрите, насколько он темнее. Вот это 1947 LVC Levi's. И, значит, смотрите. То есть тут вот это Golden Shake, а вот это LVC. То есть разница большая. Это почти что черный. Это уже прополоскан, кстати говоря. Он, по идее, еще, был еще темнее. То есть вы видите большой. И он, ну вот, в точности такие вот, какой я новый, когда были у меня в 82-м. Вот он вот такого же цвета и такой же по плотности. Вот это 14 унций. Он абсолютно идеальный для всех сезонов, я бы сказал. Для лета и для зимой, если не так уж холодно. То есть такой идеальный. Он не, может быть, будет поплотнее, когда вы замочите. Вот. Ну, деним великолепный. Он, правда, не слабый. Нету никаких таких... Не вижу я вертикальной такой структуры или текстуры. Значит, ID у него это красная. Red ID у них, видите, на кромке. И что интересная деталь, то здесь тоже красная ID на coin pocket, на кармашке на этом монетном или часовом. Вот. Ну, это, кстати, приятно. Вот. И, значит... Тут есть какие-то вот imperfections, как бы такие вот, видите, здесь вот такой стрик есть, что даже мне и нравится. Вот это когда старый какой-то вот эти, раньше выпускали на этих, на looms, на текстильных, они вот такие бывают, иногда прострочки такие, и даже это приятно видеть такое, вот, imperfections, как здесь говорят. А деним вообще отличный, мне кажется. Вот будет интересно сделать потом обзор уже через какое-то время, после носки, 6-месячной или годовой носки, или после первого вот, замочки. Значит, по дениму мы покрыли. Мне очень, я честно говоря, и вот цвет, вот знаете, когда Wrangler я покупал, у него такие
голубоватый уж слишком для меня. А вот это будет такая уже протираться, будет он такая более контрастная протирка будет у них. Вот. И так, ну мы покрыли деним, значит, что по деталям. Вы знаете, качество довольно хорошее, но много разочарований у меня здесь немного, но есть такие главные разочарования у меня, что фурнитура вся, клепки, у них как бы generic, или как бы вот совершенно нету никакого бренда, они просто такие вот, как любой, я не знаю, начинающей компании делают, покупают такие клепки. Вот это большое разочарование, что нету никакого штампа, что Brave Star, пуговицы такие же. Такие пуговицы можно, вот эти донат, как говорили, как бублики, можно видеть на многих вот таких вот начинающих компаниях, самодельных. Вот это большое разочарование. Нету unbranded, так сказать. Хотя пошив хороший, качество, вот я даже покажу вам. Все, я люблю сам факт, что вообще-то buttonfly на пуговицах, это конечно, хорошо. Да, вот это большое, как бы, letdown, как здесь говорят, к сожалению. Прострочки все хорошие, такой поликатн, такой оранжеватый цвет, очень хорошо, равномерная прострочка. Да, кстати, клепки сделаны с мясом тоже, видите, вот этот деним как бы проходит здесь. Вот, это тоже хорошее такое качество. Вот, ну, обычно это пятикарманный вариант такой, джинсы стандартный. Значит, карманы хорошие по размеру, довольно большие, почти что как у 501, вот сейчас давайте сравним. 501, даже побольше, смотрите, даже больше карманы. Вот это вот Levi's LVC 501, вот это видите. Мне нравится, когда большие карманы, отлично. Вот, значит, никаких здесь hidden rivets нету. Здесь просто это Bartax, как называется, прострочка. Вот, столбиком таким. Значит, вот эта звезда, звездочка, это много здесь споров. Кто-то терпеть не может, кому-то нравится, кому-то не нравится. Я, честно говоря, 50-50. По размеру она, многие говорят, что она как бы, ну, как бы высовывается так, где-то слишком. Но я не знаю, мне нравится, я думаю, что они бы должны, может быть, повыше вот здесь на карман или поменьше ее сделать, но вот в этот угол, вот в этот правый верхний угол кармана, может быть, ее, может быть, вообще не надо, может быть, какую-то интересную прострочку, как делают некоторые японские бренды, значит, или, я не знаю, может быть, дизайн просто лого. Ну, вот это, честно говоря, как бы у многих такие люди в комментариях, я другие смотрел обзоры, многим не нравится это. Потом по кожаному вот этому бренд patch, или Jacron, как называют, кожа тоже не очень. Если честно, они какая-то, она такая вот flimsy, как такая мягкая и очень как перчаточная кожа. То есть нету вот такой нубуковой, как хотелось бы, знаете, вот как на Lee делают, или даже сейчас, здесь вот смотрите, я имею в виду, вот эта кожа, вот здесь вот 3 миллиметра, вот эта нубуковая, вот такая, вот это совсем другая. А это у них, когда на их сайте, я смотрю, да, получше смотрится, а вот когда получила их, она такая как-то перчаточная кожей. Я извиняюсь, собака у меня тут жует эту кость. Вот, значит, что еще? Ну, прострочки хорошие, швы идут, chain stitch все идут, значит, цепные, очень хорошо, и верхняя, и нижняя часть пояса, значит, кокетка тоже все идет отлично, значит, здесь качество бесспорно. Значит, лейблы здесь у них, вот, American Made, Лос-Анджелес, значит, Лос-Анджелес, Калифорния, и Cone Mill, вот этот лейбл они давно, уже еще в 70-е годы ставили вот этот Cone Mill Гринсборо, то есть вот это где деним был сделан, вот, это довольно хороший такой nice touch, как говорят здесь. 34 размер, у меня тоже Levi's 501, все 34-го, они должны сидеть отлично. Что еще хотелось бы сказать? Значит, по деталям, да, хотелось бы показать. Здесь тоже внизу это hem, хороший chain stitch.
как говорится, travel back, как здесь говорят, несколько раз прострочка идет, что уже, значит, хорошо. Да, единственное, что, кстати говоря, про прострочку, вот здесь я не отметил, у них, к сожалению, надо было вот здесь вот прострочки сделать или bar-tags. Смотрите, вот я уже точно могу сказать, что это уже будет, если вы особенно ремень будете носить, и здесь довольно узковатый будет ремень, но вы видите, здесь уже был, он точно оторвется здесь. Здесь надо будет или bar-tags, или какой-то, как это, travel back прострочку такую делать. К сожалению, вот это вот упустили. Вот. Ну, тут еще такой у них лейбл есть. Это, кстати, slim, straight, зауженные прямые. Мы еще по этому поводу поговорим. Вот. Так, ну мы детали вроде проговорили. Еще что хотел бы, да, что хотел бы отметить. Карманы. Эти карманы, подкладка не хлопковая, а такая нейлоновая. Вот это первый раз такие вижу, потому что обычно делают хлопок 50 на 50 с полиэстером или 100% хлопок. Вот это, он довольно прочный, хороший, я ничего не скажу. Но не знаю, как насчет лета. Вот этот нейлон кожи будет у вас такая большая, здесь довольно большая площадь. У вас к коже будет прилегать. Тут уже я, честно говоря, не знаю, насколько это будет приятно в жару. Может быть, и не совсем. Вот. Значит, что еще? Ну, все мы так покрыли по деталям. Давайте промерочку сделаем. И тут я вам расскажу. Значит, что хочу до того, как начал. У них хороший customer service. У них, значит, с ними я контактировал пару раз когда сделал. Покороче мне надо было, потому что они очень длинные. Они выпускают 36 длина. Мне надо было вот 31,5. И я, значит, заказал 31,5. Они мне подтвердили все. И потом я в поясе, вот это 34, у них на их таблице, на их чарт, на веб-сайт, это у них 36,5. И я попросил, чтобы они выбрали мне поменьше пояс, и они подтвердили тоже, и, кстати, потом мы промерили, они немножко как четко для меня, потому что 36,5 было бы слишком здесь много в поясе. Вот. И, ну, давайте сравним, промерим все и сравним, как, кстати, мне интересно сравнивать, как они на их таблице, на их чарте, и, значит, как на самом деле. Ну, пояс я не буду сравнивать, поскольку пояс я сам запросил 36,5. Значит, сейчас, подождите. 36,5. Давайте так выпрямим. Значит, где-то здесь, значит, получается 17 и, значит, 3/4. Это получается 45,5 сантиметров в поясе. Вот, и это четко, потому что для, например, мой 34-й Levi's, у меня всегда 18, это где-то в районе 46 сантиметров, значит, это четко все. Мне очень нравится подъем, значит, front rise, вот это важно. Значит, 11, вот это на пол инча, значит, получается, значит, 11, это значит 29. Значит, получается, подождите, давайте я сейчас еще раз проверю. Так, это получается 28. 28, так? А на их таблице это говорится 29,2. То есть это довольно гораздо ниже, чем должно быть. Это, к сожалению. Потому что я бы хотел где-то в районе 11,5 и больше, повыше. Я не люблю слишком низкие. Вот. Но это на любителя, как вы знаете, там многим нравятся очень низкие. Значит, давайте thigh, значит, вот как в бедрах мы проверим. Здесь 12,5. Ну, у них, сейчас посмотрю, также примерно, да. В коленях, так, 13 вниз. В коленях это у нас будет, в коленях гораздо больше, чем должно быть. В коленках, вот смотрите, у них в коленях почти 9, да, почти 9. 8 там, значит, получается, давайте в сантиметрах. Получается 22,5 сантиметра. Это очень, да, я бы хотел поуже, конечно, потому что это straight, должны быть как бы slim straight.
Вот, и внизу, давайте внизу, на bottom hem, как здесь говорят, давайте, это 7,3, это получается 19,5 сантиметров, значит, ну это близко, у них 7,35, но они же обрезали еще, потому что они идут, заужаются, они еще обрезали здесь пару inches, то это значит 7,5. Значит, немножко tapered, поскольку они в коленях сделали шире, чем надо, честно говоря, на пол инча это довольно большой такой промах. Ну, посмотрим, мы оденем, я не буду сейчас забегать вперед, да, мы оденем, потому что это, честно говоря, сейчас трудно сказать, как вообще будет на самом деле. Мы вот, по дениму мне все великолепно нравится. Да, здесь тоже двойной стежок идет, который внутренний шов. Тоже идет цепная прострочка. И наружный шов, естественно, у нас идет селвич с кромкой. Это красная ID, красная кромка. Вот, да, ну вот такие, немножко у них, как говорится, колени чуть-чуть был, да, интересно. Так, ну все, мы вроде покрыли все вот эти детали. Я уже, честно, не знаю, что еще здесь, по-моему, мы уже про клепки, да, уже отметили все. Про эту звезду, про Brave Star, или смелую звезду. Ну, значит, еще что, хотелось бы такие пожелания, вот им, может быть, я им вышлю имейл. Про клепки, не знаю, насколько это такая проблема для них, поставить свои брендовые клепки. Вот. Весь смысл этого видео я делаю, в принципе, потому что я ничего не продаю, никакие джинсы сам здесь. Я просто честный обзор сделать, чтобы люди, которым я знаю, что это довольно популярно сейчас, чтобы люди знали, что они покупают. Вот, потому что многие спрашивают, там, где купил. Это купил прямо на их сайт в Лос-Анджелесе, и я не знаю, они, так сказать, распродают. По-моему, они не высылают из США в другие страны, ну, не могу честно сказать. Но их много продают на eBay люди, и новые, и second-hand, как говорится. Вот. Значит, я линк поставлю их веб-сайт в description в своем. Вот, ну все, давайте тогда я их надену и посмотрите, как они сидят. Будет довольно интересно, должны довольно хорошо. Если честно, то они никакой slim, для меня это не очень даже slim. Вот если честно, они почти что как 501, это я вот так честно говорю, я даже сравню, потому что 9 в колене и почти 8 внизу, то есть это никакой не зауженный. Если вы хотите зауженный совершенно slim, то это, наверное, надо. У них есть, кстати, более зауженный стиль, там skeleton, как бы, вот skinny style, по-моему, у них есть, который, но там будет у вас подъем гораздо, этот фронт райз гораздо ниже, там почти что 10 с четвертью, вот почти что вот настолько будет у вас, то есть очень низко будут сидеть, вот. Ну, карманы хорошие, тоже довольно глубокие. Так. Ну, хорошо, спасибо всем большое. Ребята, ставьте лайки, вопросы, комментарии. Я, так сказать, всегда рад получать. Я знаю, что есть на канале много зрителей уже таких постоянных таких джинсовых фанатов. И приятно, когда новые подсоединяются. И большое всем спасибо. Ну, пока.